Да, давно уже руку. Скажите, пожалуйста. Спасибо, что энергетическая привязка, она проявляется как-то на физическом плане болью. Does energetic binding manifest itself in physical realm as some pain or something? И она обязательно идет вот так вот, потому что у меня как бы пронизывающая боль со спины и груди. Does it necessarily looks like this because I have pain penetrating me from back to the chest? Absolutely. A lot of these family bindings especially. Да, несомненно, очень многие, особенно родовые, семейные эти привязки. You will feel them physically. Их можно чувствовать реально и физически. I was doing or undergoing a healing. Я проходила как-то исцеление. And I was working on issues of success. И работала с сферой успеха. And once I released that, после того, как я избавился от этого, отпустила их, and helped them heal too, и помогла им также исцелиться, the pain was gone. Эта боль больше никогда не And появилась. Immediately, и мгновенно, all sorts of opportunities opened up in my life. Сразу же всевозможные, различные возможности открылись в моей жизни. See, I don't think our ancestors are trying to be hateful. Я не думаю, что наши предки сознательно They think they're trying to keep us safe. стараются причинить нам вред или ненавидят нас. Скорее, обычно они пытаются нам помочь. For thousands of years, for instance, К примеру, в течение тысяч лет we women aren't supposed to show our gifts женщинам не предполагалось проявлять свои дары или or be способности successful. или достигать успеха. That would get you killed. Их даже убивали за это. And so our ancestresses, the women, Поэтому наши предки по женской линии, женщины, try to protect every generation старались защитить каждое последующее so that поколение, they're kept alive. просто чтобы сохранить жизнь. You know, and oftentimes men И часто мужчины become limited when they want to do or follow a dream. Встречают ограничения, когда они пытаются исполнить какую-то, следовать своим снам, мечтам. Their ancestors had learned Потому что их предки научились that if they become famous тому, что если они прославятся or really successful, и достигнут большого успеха, the government will come and kill them. то правительство вмешается и убьет их. I mean, look at Russian history. Посмотрите на историю России. There's a lot of that programming here. Здесь очень часто присутствуют такие программы. In America, it's a little different В Америке немного по-другому, because we're populated by people потому что наше население, that all fled persecution. They all fled punishment. They left countries that were going to kill them. они как раз наоборот убежали из своих стран, приехали в Америку, спасаясь от преследования. Yeah. So you'll be affected by the cultural programming, Поэтому на нас, естественно, влияют культурные программы which is physical. с нашей культуры и проявляются физически. So we should free ourselves from it. Поэтому нам стоит от них освобождаться. We'll do that. Was there another question? Мы сейчас займемся. Был еще вопрос. Знаете, вот я читала много раз в литературе, а теперь имею как минимум 2 человек из своих знакомых переводила. I read it often in literature. Now I have at least 2 persons of my acquaintances. Которые рассказывают о сексуальных связях с сатаной, причем в полной атрибутике. Рога и все остальное. Describe the sexual connection with Satan, and it's quite vivid descriptions. Я бы хотела знать ваше мнение. Нет? Не знаете? I'd like to know your opinion. Как это делать? You never heard of this? Oh, I have heard of this. Я бы хотела... Вы слышали? Если можете каким-то образом объяснить. Я, например, не могу объяснить этим людям, да, почему именно к ним они приходят, в связи с чем. Возможно, там с какими-то мыслями, возможно, с какими-то программами. Вот такое. Could you explain it? Because I can't explain to those people why it comes to them exactly. Maybe it's related to some of their programs. Okay, so which generation was connected to Satan? These are acquaintances. Okay, it's their family. То есть это не вы, не ваши. Нет, это мои знакомые, мои приятели. All right, and they have this written down.
that there was a sexual relationship? У них сейчас, вот в этой жизни, или это... Сейчас, это сейчас, которые люди живут. No, in this life. Okay, okay. There are many types of beings that are very evil or harmful. Есть много различных существ, очень злых и очень вредных. Some of the names include a succubus. Вот у них Succubus. такое имя. It's an entity Это такие сущности, that uses sexuality которые используют сексуальность, to take energy out of a living person. чтобы забирать энергию живого существа. So it's like a ghost that has sex with Это somebody все равно, что привидение, которое занимается to take energy. сексом и забирает энергию. Yeah, there's also something called an incubus Есть также инкубы, that gets sexual with a living person которые занимаются сексом с живым человеком to stick energy into them с целью, наоборот, внедрить в него какую-то энергию. so that person carries all their problems. Так, чтобы человек как бы забрал все его проблемы. There's a group of what they call fallen angels. Есть группа существ, которых называют падшие ангелы. There are many types. Их много разных видов. The ones most well known Самые известные из них are called the Nephilim, называют нефилимы. and some have become good, Некоторые из них исправились и стали хорошими. but many came thousands of years ago Но многие из них пришли тысячи лет назад and in angel form в форме ангелов had sex with women и занимались сексом с женщинами на земле. and created descendants И создали целые роды, with superhuman powers. обладающие сверхчеловеческими возможностями. Some of us probably have this blood in us. Скорее всего, во многих из нас So присутствует angel's blood. их кровь. По сути, это кровь ангелов. Yeah. And so some of those Nephilim Некоторые из этих нефилимов still exist in the air, до сих пор, скажем так, летают где-то в воздухе. working for, there's many names for Satan, Lucifer, И их называют по-разному, сатаной, Люцифером. the being that wants to be God То есть их, как бы то существо, которое само хочет быть Богом, instead of be part of God. вместо того, чтобы быть частью Бога. And I have met maybe 5 or 6 women Я встречала, наверное, 5 или 6 женщин, who have reported that different entities or invisible beings которые рассказывали, что разные сущности, невидимые существа, have tried to have sex with them. пытались вступить с ними в сексуальную I've связь. met a couple men who have said that. Я встречала пару мужчин, которые так об этом рассказывали. I have one female client right now И прямо сейчас у меня есть одна женщина-клиент, who believes that a year ago she got pregnant что если бы год назад, она верит, что если бы год назад она забеременела, with a satanic entity. то у нее родился бы And сатанинское she существо. prayed and miscarried. Поэтому она сделала, у нее был, And she's now pregnant again. сделала аборт, и And сейчас она with снова a very beautiful, you can tell it's a beautiful infant. беременна, но сейчас у нее уже в лоне очень хорошее существо, и это видно. So, А Иисус Христос в Деве Марии тоже воплотился через ангела? Где-то Jesus Christ Дух Святой. appeared in the womb of Maria through angels. so it's like how did Mary get pregnant? То есть вы спрашиваете, каким образом воплотился Христос, да? That's a good question. Хороший вопрос. I don't know if I know, Я не знаю, действительно ли я права в том, что знаю. but I personally believe Я не знаю это точно, но я лично верю, that Christ was born of God что Христос родился от самого Бога and a woman, в земной женщине. and is a representation of the God that connects us all. И Он является представителем Бога, который един и связывает нас всех вместе. My belief is not that he came to save us from our sins, Я верю, что Он пришел не для того, чтобы спасти нас от наших грехов, but to show us the goodness of this earth. но чтобы показать нам как бы благость, высокие качества этой That земли, there's nothing to forgive, что нам по сути нечего прощать, and that we are all made of God. и что мы все имеем качество Бога. This may kind of stretch the point a little, Это немного расширяет рамки, что ли. but in physics, В физике
there's beginning to be evidence они начинают уже осознавать, that starting in the Big Bang, получать доказательства, что начиная с Великого Взрыва there was a field of light было поле света or photons или фотонов, that started the world. которые основали этот мир. Our bodies are made out of Наше photons. тело состоит из фотонов, The DNA produces biophotons. и наша ДНК производит биофотоны. And so we are made out of this light Поэтому мы сами состоим из этого света. and interconnected through a genesis field or a field of photons. И мы связаны с полем генезиса, с полем фотонов. Now, if we believe that there was a spirit that generated everything, Если мы верим в дух, из которого все исходит, it had to create this light or these photons он должен был сначала создать этот свет или out of фотоны its own body. из своего собственного тела. Every religious tradition В каждой религиозной традиции says that God is love. говорится, что Бог есть любовь. So I believe that everything material Поэтому я верю, что все материальное and spiritual и духовное is actually made out of some sort of light that is love. на самом деле состоит из какого-то вида света, который по сути есть любовь. And studies show И также исследования показывают, that when certain photons are restricted in the body, когда определенные фотоны подавляются или встречают ограничения в the теле, person becomes ill. человек заболевает. And when they're flowing, А когда они начинают двигаться the свободно, person is well. человек чувствует себя в In порядке. the pineal gland, К примеру, шишковидная for железа instance, there are certain metals. содержит в себе определенные металлы. They are called transitional metals Они называются транзитивные металлы, because the electrons in them, потому что электрон в них, when spinning a certain speed, когда вращается с определенной скоростью, create photons начинает излучать фотоны, that bring spiritual experiences способствующие духовным переживаниям and человека. sometimes instantly heal the body. Иногда они способны мгновенно исцелять тело. So I think that we're finally starting to see Поэтому я думаю, что мы наконец-то становимся свидетелями, where начинаем spirituality видеть, как духовность and science и наука is coming together. встречаются друг с другом, So соединяются. when I look at Christ's birth Когда я рассматриваю на рождение Христа with the idea that we're all made out of light or love, с той точки зрения, что мы все состоим из любви и света, it would be entirely possible я понимаю, что это вполне возможно, for a so-called virgin birth. что так называемое непорочное зачатие вполне реально и возможно. Now we're talking religion, Сейчас мы уже переключились на религиозную and I тему. know we all have our own viewpoints, И я понимаю, что у нас у каждого своя точка so I can зрения. only share mine. Я просто поделилась. Any other questions or comments? Есть ли еще вопросы или комментарии? А вы знаете, пока мы говорим про религии, а у вас был когда-то конфликт между христианством и вашим новым мировоззрением, то, что вы стали целителем? Did you ever experience conflict between Christianity, religion, and your new belief system which you have? Yes. Потому что в нашей стране православие, в общем-то, пытается занять такую доминирующую позицию, и часто это очень ощущается где-то просто витающим в воздухе, как некое такое. Because in our country, Orthodox Church is trying to establish its rulership over everything, and often you could feel it in the air. Yeah, you can. Yeah. I was raised Lutheran, Я вырос в лютеранской традиции. and it's a pretty strict religion. Там довольно строгие правила. Buddhism is wrong, Они считают, что буддизм это Hindu is wrong, неправильное порочное учение, что индуизм тоже, Jesus is the only way, что Иисус это единственный путь. and everybody else is wrong, and they're all going to go to hell. Все остальные неправы, все остальные неверны, поэтому они все должны попасть в ад. So my parents thought I was from the devil Поэтому мои родители даже думали, что я вообще каким-то дьявольским because I could talk to ghosts делами занимаюсь, потому что я общаюсь с and привидениями, angels с ангелами, and see demons вижу демонов разных, and see colors. вижу цвета. So when I was 21, Поэтому, когда мне было 20-21 год,
I completely set aside Christianity Я полностью оставила христианство and studied only shamanism, и начала углубленно изучать шаманизм, and some Buddhism, буддизм, and more spiritual matters. более такие духовные, прогрессивные When I was about 30, учения. Где-то в возрасте 30 лет Christ started appearing before me. мне начал являться Христос. I said, "Go away. Я сказал, зачем ты пришел? I'm happy. I'm fine." И так хорошо, у меня все в порядке. But he would talk to me a lot. И он очень много со мной общался, разговаривал. In fact, the first time he came, На самом деле, первый раз, когда он пришел, I was driving my car, я вела машину. and God first came in through the front of the window. И впервые Бог явился мне через лобовое стекло машины, Blinding white light как ослепляющий белый свет. went in my heart Он проник в мое сердце and just said, "I am love." и просто сказал, я есть любовь. And then Christ came in through the back of my heart А Христос вошел через как бы заднее стекло and said, "You must see the world the way I see it." и сказал, что тебе стоит воспринимать мир так, как я его And I воспринимаю. saw the world through his eyes Я увидела мир его глазами, as absolutely beautiful. увидела его совершенно прекрасным. There's another time I was in Scotland В другой раз я была в Шотландии, in a museum в музее, that housed icons and в statues котором были иконы, статуи from every religion. со всех религий мировых. And I was standing underneath a Salvador Dali painting Я стояла под картиной Сальвадора Дали, called El Mundo, or the World. которая называется The World. «Мир». Jesus was on a cross Там был Иисус на кресте, hanging over the world. который висел на кресте над миром. And he came out of the painting. И он как бы сошел с картины, He again came into me. опять же вошел в меня And he looked at all the religious figures. и посмотрел на всех вот религиозных представителей, And he said, "Isn't it wonderful находящихся там, и сказал, разве это не здорово? how many ways there are to worship Разве это God?" не чудесно? Сколько много разных способов есть для поклонения Богу. So my personal experience Поэтому мой личный опыт of Christ Христа is very different than the Christian experience. сильно отличается от того, I'll share one more story. которым призывают христиане. I was in church. Я расскажу еще одну историю. And Я it была was- в церкви, It was Easter. и была Пасха. And I had this image in my mind И ко мне пришел образ в уме, of Christ with the cross on his back. образ Христа, который нес крест на спине. And I looked at him Я посмотрела на него and I said, "Do you want to be carrying that?" и сказала, неужели тебе нравится это нести? And he grinned. He laughed. Он рассмеялся And he came out from under the cross. и вышел из-под креста And he just left it there. и оставил его там. And he said, "Nobody's ever asked me that." Спросил, знаешь, а никто меня об этом не спрашивал. And he said, "It's done. There's no need for На forgiveness." самом деле это все уже сделано, это в прошлом, и нет необходимости прощать. And then it was like he was holding a baby. И затем я увидела, как будто он держит ребенка, And младенца. he showed it to me. Он показал его мне And he said, "Save me from my church." и попросил меня, спаси меня от моей церкви. So those are my views Это вот on мои Christianity. видения, это мое понимание, мой взгляд. Does anybody? Yes, tell me. Я хочу рассказать о своей знакомой, которой на протяжении жизни снится, что она Дева Мария и держит на руках ребенка, этот ребенок Иисус. Она говорит, с молодости мне снится этот сон, и просто зная по жизни этого человека, я удивляюсь, какой любовью она вся пронизана. Вот такая светлая, и даже в голосе у нее как бы вот такое чувство любви. One of my acquaintances is early age, is this dream of her being married and carrying a Christ as a child in her hands. And this dream repeating herself again and again. And I know her, she's very bright lady, very kind and shiny. Isn't that beautiful?
Здорово. If we can get beyond the religious fixation Когда нам удается выйти за рамки религиозных and ограничений, just see that we all underneath need to believe in love, in the same thing. и когда мы признаемся в себе, что по сути нам стоит просто верить в любовь в себе. Any other comments or story? Если еще какие-то комментарии. А что вы делаете? Если, допустим, какая-то болезнь обусловлена подселением, одержанием, то, что называете, да? Злым духом, скажем. What do you do when a Вы person работаете is такими ситуациями? hunted or inhibited? Do you work with this? When a person is inhibited by some creature? Oh, when they have a creature on them. Yeah. I work this with entities Я работаю с существами, the same way that I work with cords. так же, как я работаю со шнурами, с жгутами. Even in a demon or a dark entity, Даже если это демон или какая-то темная сущность, there's a spiritual center. у них все равно всегда есть духовный центр. You can fight an entity, Можно сражаться с существом, but then you are engaging with it. но тогда вы втягиваетесь в какие-то отношения с ним. What I do is look at or concentrate on that spiritual essence. Что делаю я? Я ищу, смотрю и сосредотачиваюсь на этой духовной сущности. And that brings that entity's own goodness. В результате Forward. скрывается, как бы проявляется то хорошее, что есть в этом And существе. either that entity will transform, И либо это существо само трансформируется, or the goodness in it либо то хорошее, что в нем есть, removes it, а, removes the entity, то есть оно уводит это so существо, that it can't harm you anymore. так что оно больше не причиняет вам вред. And that works every time. И это всегда работает. Всегда получается. Yes. А по вопросу эгрегоров вы ничего не скажете вам? Because of such notion as egregor. Egregor is an informational energetical entity which may unite different people. for Oh, different group nations. consciousness? I call them group consciousness, Я называю это групповой формой and they're сознания. very powerful. Это очень могущественные сущности. These are information forms Это форма информации, that connect people's souls которая связывает души людей or other parts of them. или другие части их. Well, I find that there's group heart. There's one form of consciousness called group heart. Я обнаружила, что есть, они подразделяются на такие виды, как групповое сердце, сердце группы. It keeps people connected in relationship, И оно удерживает людей связанными во взаимоотношениях друг с другом. like a clan or a country. Вроде какого-то клана или страны. And it keeps them stuck also in those beliefs. И также способствует тому, что люди застревают в этих общих убеждениях. There is group mind, Есть группа общий ум, which is a shared belief system, которая по сути является общей системой убеждений. like in America, everybody believes in capitalism. Например, в Америке все верят в капитализм. Or here when people believed in communism. Когда-то здесь люди все верили в коммунизм. There is group spirit, Есть группа дух. that's like religious brainwashing, Это вроде что-то вроде религиозного промывания мозгов. has everybody believing that God is a certain В way. результате все члены группы начинают верить, что Бог, он именно такой, какой Hitler такой. actually worked with group spirit На самом деле Гитлер очень тесно работал с этими because in the 30s, групповым сознанием, потому что в the 30-е Germans годы had lost their beliefs. германцы, общество Германии было разрознено и растеряно, они потеряли свои идеи, идеалы, убеждения. And Nazism was really offered as a religion. А нацизм фактически внедрился в германское общество как религия. So there are many forms of these group Что consciousnesses. бывают разные виды этих эгрегоров, этих форм группового сознания. And they are hard to get out of И из них совсем не просто выйти, because then you are often punished. потому что часто человека ждет какое-то наказание за то, что он уходит. You had a question too, and then we'll take a short break. I know we need to Последний move. вопрос, затем короткий перерыв. А выход, Just I wanted to say only one thing. That Jesus, просто к тому, что говорила как раз Синди, она сказала о Христе, и ведь это четко сказано в Библии, мерзость и запустение будет в храмах моих.
Я вот это. What you described about Christ's religion is described in his predictions when he said bad and как это по-английски сказать, мерзость и запустение. Bad things will happen in my churches. They all will be devastated. Yes, exactly. Именно так. Yes. Yeah, it's very sad to see. Очень это печально наблюдать. And the same, и то же самое, что и у вас, я вот чувствую совершенно, когда я медитирую, я как бы вот на весь пласт духовно медитирую, я вижу Господа, потом у меня слезы льются, я вижу Христа. Почему-то всегда, когда я вижу Христа, у меня льются слезы и далее, вот по всем уровням. Вот, то есть Христос, Он совершенно четко стоит, там, какой бы мы религии сами ни были, но если у нас вот такое вот, ну как бы мышление, universal, so to say in English, то мы вот это вот чувствуем. Ну теперь давайте пусть она семинар организует. Oh, And they have questions, just что такое слезы и почему так часто сопровождает вот эти записи. What is tears and why such experience is often accompanied with tears? tears are often a sign of this positive grief. Слезы часто являются признаком печали. Печаль может быть When we позитивной. come in contact with truth, Когда мы приходим в соприкосновение с and истиной, then we feel this sorrow for not having been able to live in it. тогда мы чувствуем печаль за то, что до сих пор не способны были жить в этой истине. When and either now or after a break, Сейчас или после перерыва I'd like to do a guided meditation я хочу провести медитацию, to free us from cords, чтобы мы освободились от этих ancestral issues, шнуров, от этих and проблем наших group consciousness. предков и группового сознания. Somebody asked a great question Кто-то задал мне очень хороший вопрос during break, во время перерыва. which is what happens when somebody is, mentally imbalanced, Что происходит с чакрами у сумасшедших людей? or too far connected to the spirit realm, Когда человек слишком не от мира сего и связан с какими-то like certain schizophrenics слишком духовными мирами, как бывает who can't deal with everyday reality. шизофреников, которые не могут справляться с повседневной реальностью. Schizophrenia, for instance, Шизофрения, к примеру, usually occurs when the soul обычно бывает, когда душа is only in the body from about the neck up. присутствует в теле не полностью, только где-то в верхних чакрах, начиная с шеи и выше. So most of that person's soul Поэтому большая часть души этого is человека spread through the 7th chakra находится на уровне 7-й чакры, and 7th auric field, 7-го поля ауры. and they're just hearing all kinds of spirits. И такой человек, он просто постоянно слышит каких-то духов вокруг себя. Most psychiatrists Большинство психиатров will tell you that they're hallucinating, that they're making it up, it's fantasy. считают, что их пациенты просто придумывают все и видят какие-то галлюцинации. But they really are hearing and seeing all these Но spirits. обычно такие пациенты действительно слышат всех этих духов. I've usually found that schizophrenia Я лично обнаружила, что шизофрения, как правило, occurs in people who were very abused or traumatized случается с людьми, которые претерпели какой-то очень травмирующий опыт на as children, физическом плане, будучи детьми, or their last life либо их прошлая, последняя жизнь was just horrible. была очень ужасной. For instance, they were in a concentration camp К примеру, если они побывали в концлагере or murdered. или их жестоко убили. So that's what I most often find. Чаще всего бывает так. Bipolar. Do you have bipolar manic depressiveness? Bipolar. Это маниакальная депрессия.
Yeah, usually occurs when somebody splits Обычно происходит вот это раздвоение личности, когда their good side from their bad side. человека разделяется надвое, и хорошая часть его, и плохая часть. Again, usually in a past life. Опять же, это обычно связано с прошлыми жизнями. He or she did something they feel really guilty about. К примеру, здесь этот человек сделал что-то, за что чувствует большую вину, So they try to ignore it и старается всячески игнорировать and just identify when they're with their good or spiritual эту side. часть себя, и старается себя идентифицировать только с хорошей половиной себя. But then sooner or later they want to do something wrong. Но рано или поздно другая часть проявляется, и ему хочется сделать что-то And нехорошее. so they bounce back and forth Поэтому between он these two parts of постоянно themselves. переключается между двумя частями себя. Any other questions Есть ли еще вопросы? of any sort? Любые. А если не вин... У меня есть знакомая, и у нее очень высокая чувствительность. То есть она чувствует повсюду негативную энергию от людей, там, от мест. И ей очень тяжело жить, то есть она ощущает всю эту грязь, она очень болезненно ее воспринимает. Как можно с этим I помочь? had an acquaintance who is oversensitive, and she can feel all dirt around from other people and suffer from this. What she can do about it? I have a book that I think Sophia might be publishing about that, У меня есть книга, которую, мне кажется, София публикует на эту тему. called Are You Too Psychic? Называется «Не слишком ли вы чувствительный?». And I think it's a really big problem. Не знаю, может на русском чуть по-другому называется. Я думаю, что это действительно может быть большой проблемой для людей. The first thing to do if you're too sensitive Первое, что можно сделать, когда вы слишком чувствительны, is to figure out which chakra is too open. следует выяснить, какая из чакр слишком открыта. And so she feels, what does she feel again? Что именно она чувствует? Она чувствует негативную энергию, чувствует, ну, вот, как бы она резонирует, не вызывает злость или ненависть, или желание убежать от этого всего. She feels negative energy, which then conducts anger in her, and she feels desire to run away from this. Okay, that's probably her second chakra is too open. Скорее всего, ее вторая чакра слишком. So if your first chakra is too open, Если ваша первая чакра слишком you're going to be открыта, sick all the time. вы будете постоянно болеть, You're going to get everybody else's physical problems. будете принимать физические проблемы других людей. And let's say you go into a museum Допустим, если вы пойдете в музей and you look at a knight, a suit of armor, и посмотрите там на какой-то доспехи рыцаря, you might literally feel what that knight had gone through when he was wearing it. вы можете буквально почувствовать судьбу этого рыцаря, как он сражался, If your second chakra is too что open, он чувствовал. Если ваша вторая чакра слишком открыта, you'll feel everybody's feelings вы будете чувствовать, ощущать чувства других на and себе, emotions. эмоции других. You eventually become very angry just to push them В out. результате вы можете наполниться с гневом внутри и захотите всех растолкать, If your third chakra is too open, избавиться от этого. И если у вас слишком открыта третья чакра, you know things that don't help you to know. то вы будете знать то, что будет для вас, вам лучше не знать. You might be riding a bus, for instance, К примеру, вы можете будете ехать на автобусе and know what somebody ate for breakfast. и будете знать и чувствовать, что другой человек съел на завтрак. You just have too much information. Просто у вас будет все время какая-то лишняя информация в голове. If your heart is too open, Если у вас слишком открыто сердце, you're going to always be sad and depressed то вы всегда будете печалены или в депрессии. because you're going to tune into everybody's problems. Потому что вы будете легко индуцироваться на проблемы других людей. You'll want to help them Вам захочется им помочь, and feel powerless because you can't. и вы будете чувствовать себя бессильными, потому что чувствуете, что не можете им помочь. If the throat is too open, Если слишком открыта горловая чакра, you'll get a lot of mind chatter, у вас будет много болтовни в уме, в голове. or you'll hear, in normal life, you'll hear too many sounds. Либо в обычной жизни вас будут беспокоить разные шумы, звуки. It's like everything that's making noise will bother you. Все, что вызывает шум, будет вас беспокоить. Or you'll hear spirits talking too often. Либо слишком часто духи будут с вами разговаривать. I have a client when every time she went to bed,
У меня была одна клиент, женщина, каждый раз, когда она ложилась спать, she started to hear the Pleiadians, people from the planet Pleiades, она начинала слышать представителей плеядианской цивилизации. talk to her И они с ней разговаривали all night long. всю ночь. I finally, yeah, too much. I finally said, you can tell them to go away. И я наконец ей сказала, а почему бы тебе не предложить им уйти от тебя, оставить тебя? But she didn't know that. Она даже не догадалась об этом. If your forehead is too open, Если ваша вот лобовая часть слишком открыта, you'll get easily overwhelmed by sights and what you see. то на вас будет слишком большое впечатление производить то, что вы видите. Overstimulated. Эта область будет у вас слишком стимулирована, Some ADD перегружена. Некоторые is caused by this being too open. attention deficiency. Attention deficit disorder. Вот некоторые люди, имеющие синдром дефицита внимания, связаны как раз с этим нарушением. Because you see everything and you psychically and physically. Потому что вы будете слишком много наблюдать вокруг себя, как физически, так и психически. And you can only get out of that overstimulation И единственный способ избавиться от этой гиперстимуляции, when you hyper-focus on something. когда вы сосредотачиваетесь на чем-то очень сильно. Both myself and one of my sons has that. Такое было и у меня, и у одного из моих сыновей. So I have to keep closing this down. Поэтому мне пришлось немного прикрыть это. If your seventh chakra is too open, Чакру. Если у вас слишком открыта седьмая чакра, you'll probably always be aware of different spirits. скорее всего, вы всегда будете осознавать, чувствовать разных духов. You may not be able to psychically see them, Может быть, вы не сможете психически их воспринимать, but you know they're there. но вы будете знать, что они где-то рядом. I meet a lot of children who can't sleep at night Я встречала многих детей, которые не могут спать по ночам, because they sense all these spirits in the потому что room. они чувствуют присутствие всех этих духов вокруг. The other issue is depression, Другая проблема – это депрессия. because you can tell what's wrong with people's consciousness, Потому что такой человек чувствует все несовершенства в сознании других людей. and you feel hopeless because of it. И он чувствует себя безнадежным изменить ситуацию. I tell people with a really open seventh chakra У людей, у которых слишком открыта седьмая чакра, not to watch the news, я советую им не смотреть новости or read the newspaper, или не читать газеты, because they'll just be depressed all the time. иначе они постоянно впадают в депрессию. If your eighth chakra is too open, Если ваша восьмая чакра слишком you're открыта, probably aware of other то, lifetimes, скорее всего, вы будете осознавать прошлые жизни, of other people's lifetimes, прошлые жизни других людей, of spirits, жизни духов. and you also have the first chakra problem И у вас будет также проблема с первой чакрой. of taking everybody's problems into your body. Вы будете склонны перенимать проблемы других в свое тело. The traditional shaman Традиционные шаманы heals by absorbing negative energies. исцеляют, как бы убирая, поглощая из человека негативную энергию. So your friend may have some of this too. Возможно, у вашей подруги что-то That's how shamans are usually taught how to heal. связано с этим. Обычно, когда шаманов обучают целительству, They bring the problems in their own bodies, они берут эти проблемы в собственное тело, they heal them, затем исцеляют их and they give the healed energy back to внутри somebody себя, else. и затем обратно отправляют человеку исцеленную энергию. A clue if you have this problem. Если у вас такая проблема, то совет вам: Change that chakra поменяйте эту чакру from black to silver. с черного цвета на серебряный. Silvers in ancient psychics in ancient times В древние времена экстрасенсы always wore silver, never gold, всегда использовали ее серебряного цвета, а не черного. because silver will bring you То information, есть они носили одежду серебристого цвета, а не черного. but you don't bring it into yourself. Потому что You won't absorb it. серебристый цвет, он помогает вам получать доступ к информации, но при этом не впитывать ее в себя. So image or imagine the eighth chakra Так что советую вам в таком случае представляйте образ восьмой чакры as silver серебряного and цвета. bring that energy into your body. Затем распространяйте
энергию по всему телу. and wear silver. И носить серебристую одежду. If your ninth chakra is too open, Если ваша 9-я чакра слишком you're going открыта, to feel the entire world's problems. то вы будете чувствовать проблемы всего мира. Your heart will be for the humanity Ваше сердце будет переживать за человечество, or nature, за природу. and that is very overwhelming. И это действительно способно переполнить вас. Unlike silver, В отличие от серебряного цвета, gold absorbs, золотой цвет впитывает. so you keep bringing these problems into your heart and soul. Поэтому вы будете просто впитывать эти проблемы в свое сердце и в свою душу. So it's important to, for instance, surround yourself with gold, Поэтому важно, к примеру, окружить себя золотым цветом. but not let the negativity come into your body. Но не вот для этой чакры, но не позволять негативности проникать в If тело. you're too open in your 10th chakra, Если вы слишком открыты в 10-й чакре, you'll be very environmentally sensitive. то вы будете очень чувствительны к окружающей среде. You'll hurt when a plant dies. Вы будете переживать, когда умирает растение. You'll feel the pain of Вы animals. будете чувствовать боль животных. But you'll probably also have a lot of allergies. Но, скорее всего, у вас при этом будет много аллергий. Nature allergies, Аллергии, связанных food allergies, на природу, на определенные продукты. because your system only likes organic. Потому что ваша система способна воспринимать только чистую природу. And it's constantly trying to attack what is man-made. И постоянно будет сопротивляться всевозможным загрязнениям, привносимым человеком. But then it can't take in anything. Но в таком случае она вообще не сможет ничего принять, потому что все загрязнено. If your 11th chakra is too open, Если ваша 11-я чакра слишком People- раскрыта, people won't like you. то, скорее всего, люди вас будут не любить. They'll misperceive you. They'll think you're too bossy, Они будут вас воспринимать в неправильном свете, будут думать, что вы слишком начальственный, командный, or pushy, строите себя босса, либо вы слишком тяжелый человек. or you'll keep attracting accidents. Либо вы будете привлекать какие-то несчастья One accident after another, одно за другим в своей жизни. because you're drawing these forces to you. Потому что вы притягиваете к себе эти силы, этих катаклизмов, катастроф. So if you're too sensitive, Во-первых, если вы слишком чувствительны, track it back to the chakra выясните, с какой чакрой это связано, and then fix it from there. и именно там произведите изменения.